Что происходит? Происходит следующее. В мире на протяжении 70 лет, в этом году годовщина, действовала Бреттон-Вудская финансовая система. В чем ее смысл? Значит, в Бреттон-Вудском совещании в 1944 году было принято решение, что доллар – это будет главная валюта в западном мире. Кстати, почему-то считается, что Бреттон-Вудская система отменена в 1971 году, когда была отменена привязка доллара к золоту. Но привязка доллара к золоту – это только один из элементов Бреттон-Вудской системы, далеко не самый главный. Самый главный – это 4 института, из которых 3 созданы с нуля. Это МВФ, это Мировой банк и это ГАТТ, Генеральное соглашение по тарифам и торговле, которое сегодня именуется ВТО. И еще один институт, который был раньше, но которому придали дополнительные функции. Это Федеральная резервная система США. Дополнительные функции – это регулирование доллара не только как национальный, но и как мировой международный валюты. Именно по этой причине все рассуждения о том, что там БРИКС собирается делать альтернативу Бреттон-Вудской системе, это все чушь, потому что важным элементом Бреттон-Вудской системы является эмиссионный центр ФРС и система международной торговли ВТО. Ни того, ни другого у БРИКСа нету. Поэтому все рассуждения об альтернативе МВФ и Мировому банку – это все глупости. То есть эффективность будет близкая к нулю. Значит, эта система действовала до конца 80-х в западной части мира, с 91 года во всем мире, но когда она начиналась, экономика США составляла больше 50% мировой в 1944-1945 годах. Сегодня экономика США меньше 20%. И в общем уже становится понятно всем, на первом этапе это стало понятно элите финансовой, что либо удастся за счет ресурсов Соединенных Штатов Америки спасти мировую финансовую систему, либо за счет разрушения мировой финансовой системы удастся спасти экономику США. Вот это 2 сценария, они различные. И именно вот эти 2 сценария и вызывают тот раскол в мировых элитах финансовых, о которых я все время пишу. Элиты это поняли довольно давно. И поскольку мировые финансовые элиты, которые завязаны на мировые финансовые институты, должны спасать именно эти институты, то по этой причине они придумали план, который на самом деле является повторением того плана, который был осуществлен JP Морганом и его сотоварищами в начале 20 века в Соединенных Штатах Америки. Тогда они сделали первый частный центральный банк, который должен был рефинансировать финансовые учреждения, банки и контролировать всю финансовую систему. А в 1910 году, в ноябре, на острове Джекил, на даче JP Моргана, состоялось секретнейшее совещание, о котором никто не знал до 40-х годов, на котором было банкиров и сенаторов американских, на котором было принято решение о создании ФРС, и к концу 2013 года закон о Федеральном резерве был принят. Сейчас возникла идея повторить этот фокус. То есть для спасения мировой финансовой системы и ее стабильности создать аналог ФРС не в национальном, а в мировом масштабе и, соответственно, сделать так, чтобы центробанки могли печатать деньги на национальном уровне только в рамках тех квот, которые устанавливает Центробанк центробанков. Фактически это означает, что Соединенным Штатам Америки запрещали бы печатать доллары в тех количествах, которые им надо для поддержания своего бюджета. Значит, эта идея получила название Центробанк центробанков, в общем, довольно естественно. Она, в отличие от JP Моргана и сотоварищей, широко обсуждалась. В частности, в 2010-2011 годах уже в документах G8, G20, во внутренней переписке и в публичных разговорах обсуждалось: будем делать на базе МВФ, будем делать эмиссию валюты МВФ, спецправа
заимствований. И именно в этот момент началась дискуссия об изменении квот в МВФ, потому что такие страны, как Китай, стали говорить, когда мы получали квоту в МВФ, наша экономика была вот такая. Теперь она вот такая, увеличьте нам квоту в соответствии с размерами нашей экономики. Разумеется, никто бы до такого честного размера им бы не позволил увеличить квоту, потому что это разрушало бы монополию США. Напомню, что вся система под интересы США была сделана. Но, тем не менее, логика была именно такая. Соединенные Штаты Америки осознали, чем грозит для них реализация плана Центробанков. И в июне 2011 года началось дело Строс-Кана. Как только Строс-Кан был арестован, тема Центробанков из всех документов исчезла как корова языком слезнула. Мне российские чиновники рассказывали, что они даже удивились, что вот им приходят письма, да, по 2-3 письма в день, иногда больше, в которых эта тема главная. И вдруг неожиданно бац, письма приходят, а темы нет. Несколько слов нужно сказать о том, собственно, почему вся система оказалась в кризисе. Дело в том, что сама по себе идея Бреттон-Вудской системы следующая, что расширяется зона доллара. За счет этого доллар можно печатать, и эта эмиссия создает дополнительную прибыль, которую можно перераспределять. И модель контроля США за миром была такая. Она объясняла элитам разных государств, что, ребята, если вы подключаетесь к нам, принимаете правила МВФ, а в рамках Бреттон-Вудской системы за правила отвечает МВФ, то в этом случае мы будем печатать дополнительные доллары под вас, и вы часть этих долларов получите. Дальше есть варианты, вы их можете своровать целиком, можете ими поделиться, еще чего-то, но вы свой кусок получите. И в результате создалась ситуация, при которой элиты национальные являются проамериканскими, а народы их поддерживают, потому что получают свой кусок. Мы, Россия, получаем свой кусок за счет высоких цен на нефть, но в тех же самых долларах. Значит, пока доллар расширялся, никаких проблем не было. Потом расширяться стало некуда, наступил кризис 70-х годов. После этого они имитировали расширение через начало кредитования граждан и рефинансирование частного долга. После этого произошел распад СССР и расширение долларовой зоны на территорию стран бывшего социалистического содружества. После этого в 90-е годы это золотой век Клинтона, это самое расширение, а дальше наступает кризис. 2000-е годы. Началось все в 2000 году. Значит, после этого начинается медленное отступление. У них еще был ресурс, связанный с понижением ставки, то есть стоимости кредита. Они ее опустили до нуля в декабре 2008 года, и осенью 2008 года начался снова кризис. В этот момент был последний ресурс, связанный с тем, что можно было печатать доллары за счет изменения денежной массы. Была в процессе понижения ставки, это же стимулирование кредитования, в результате доля кредитных денег в экономике, кредитный мультипликатор, была сильно больше, чем наличных. Кредитный мультипликатор был равен 17. С тех пор происходило постепенное снижение мультипликатора, сегодня он равен 4 в 4 раза, соответственно, в 4 раза выросла в Соединенных Штатах Америки денежная база с 800 миллиардов долларов до больше, чем 3 триллионов. Значит, больше ресурса печатать нету. Именно по этой причине США начали заканчивать свою программу ку-ку-ку. И уже начались проблемы. Сегодня Соединенные Штаты Америки демонстрируют как бы экономический рост за счет того, что снизились у них цены на энергоресурсы и восстановился немножко инвестиционный процесс в реальном секторе. Но если мы посмотрим на ключевой фактор, на частный спрос, который замыкает финансовые потоки, то мы увидим, что частный спрос падает. Даже по официальным данным прошлой недели упал спрос минус 0,2%. Это при заниженной инфляции. Если посчитать реальную инфляцию, все еще хуже.
сильно хуже. Вот эта картинка, в которой мы сегодня живем. Дальше наступает самое интересное. Значит, в 2011 году дали по рукам международным финансистам. Они сделали еще одну попытку протащить своего человека Ларри Саммерса на пост руководителя ФРС. Об этом я тоже рассказывал, но и это не получилось. Значит, сегодня у них один единственный шанс. Уже понятно, что пузырь на фондовых рынках, вообще на спекулятивных рынках нет. Для финансовых институтов это означает падение стоимости активов. А пассивы, то есть обязательства, которые выражены в номинальных деньгах, никуда не денутся. То есть это означает массовое банкротство. А если массовое банкротство, это массовые расследования, которые вскроют достаточно много крайне неприглядных действий. Именно по этой причине банкиры начинают готовить форс-мажор, который позволит списать свои обязательства. Типичный пример, то, как они это сделали на Кипре, только в мировом масштабе. Оптимальное место для этого – это война на Ближнем Востоке, где с одной стороны нефть, а с другой стороны Израиль с его атомной бомбой. Значит, в случае, еще один вариант – это массовый теракт во время хаджа. Значит, все это вместе создает ситуацию, при которой можно объяснить вкладчикам и вообще владельцам денег, что, ребята, форс-мажор, риски выросли настолько, что мы вынуждены приостановить платежи, потому что сие от нас не зависит. Все, система страхования финансовых рисков, она разрушена. При этом произошла еще одна очень опасная для финансистов вещь. Дело в том, что я уже говорил о том, что есть два сценария. Один – спасать мировую финансовую систему за счет экономики США, другой – спасать экономику США за счет мировой финансовой системы. Я сейчас не буду даже обсуждать, возможно ли это. Это просто два направления действий. Так вот, судя по всему, американское общество осознало, что первый сценарий – спасение мировой финансовой системы за счет экономики США – это демократическая партия США. А второй сценарий – это республиканская партия. И есть основания считать, что именно вот это вот понимание и стало причиной такого краха демократической партии на промежуточных выборах. Если это так, то в республиканской партии будет очень усиливаться изоляционистское крыло. И направление изоляционизма будет следующее. Ребята, нам наплевать на то, что происходит вокруг в мире, мы будем спасать себя. Может быть, с окружающими странами, да, с Канадой, с Мексикой. Все остальные спасение утопающих – дело рук самих утопающих. С точки зрения международной политики это означает, что новые силы, которые будут приходить к власти в США, будут пытаться усиливать отношения с потенциальными региональными лидерами и, наоборот, совершенно игнорировать все промежуточные страны. И что же мы видим? Один из идеологических лидеров этой группы, Генри Киссинджер, говорит о том, что политика США с Россией в корне неверная, ни в коем случае нельзя вводить санкции, это большая ошибка, а Украина, нужно понимать, что Россия от Украины отказаться не может, потому что это на самом деле одно и то же. И по этой причине мы совершили ошибку, что начали пытаться отторгнуть Украину от России. Это была принципиальная стратегическая ошибка. Значит, как будут развиваться события в Соединенных Штатах Америки? Вопрос. По моим представлениям, я немножко себе лучше осознал, что там происходит, потому что по инициативе Соединенных Штатов Америки возобновилась Дартмутская конференция. И вот на прошлой неделе была 18-я Дартмутская конференция, в которой я принимал участие. Она была в городе Дейтоне, штат Ohio. Так вот, соответственно, поговорив с разными людьми, я четко осознал, что в Соединенных Штатах Америки люди, которые старше 65, то есть те, кто застал, те, кто вырос еще до начала Рейганомики, они пребывают в состоянии ужаса по поводу того, что делают современные американские власти. Люди, которые моложе, я напомню, что Обаме чуть-чуть за 50, они наоборот, они в этом смысле являются полными отморозками. И сегодня, я думаю, что будет происходить очень сильная реструктуризация американской элиты. Я думаю, что вот эта вот логика двух сценариев, она будет очень сильной. То есть фактически будет сказано, грубо говоря, будет украинский сценарий. Да? Кто
соответственно, хочет воевать со всем миром, тот защищает мировых финансистов и желает зла экономике США. Поэтому их надо, значит, к ногтю. Еще раз повторю, это не результат, да, это пока только тенденции, которые только-только зарождаются. Но если это все действительно происходит так, то это очень даст неожиданные результаты уже достаточно скоро. Хотя это, конечно, не повод нам совершать колоссальные глупости, которые мы совершаем. Теперь, значит, от мировой ситуации мы переходим к нашей ситуации, которая выглядит еще более омерзительно. Значит, что в реальности происходит? Значит, денежные власти России, то есть Министерство финансов и Центробанк, которые на самом деле тупо соблюдали все инструкции МВФ в рамках Бреттон-Вудской финансовой системы. При этом у них отмазка железобетонная. Мы же вступили в эту систему, альтернативной у нас нету, поэтому будем выполнять инструкцию. Завели экономику в полный тупик. Дело в том, что экономика не может развиваться без инвестиций, которые должны быть даже не только на создание нового, но и на поддержание старого, потому что мощности изнашиваются, все время нужно какой-то делать ремонт, все время нужно, в общем, что-то нужно все время делать, для этого нужны какие-то инвестиции. Но инвестиции рублевые запрещены тем же самым Центробанком в рамках МВФовских инструкций. Потому что инвестиционный ресурс в мире в соответствии с Бреттон-Вудской системой может быть только один – долларовый. А долларовый инвестиционный ресурс требует долларовой отдачи. Поскольку количество долларов, которые получает наша страна, стало сокращаться, а в 2000-е годы, в период роста нефтяных цен, мы набрали довольно много инвестиций, то у нас появилась замечательная совершенно ситуация. Те доллары, которые мы получаем, мы должны отдавать во все больших масштабах за импорт и за процентные платежи по ранее взятым кредитам, а новые инвестиции к нам идти не могут, потому что прибыли нету долларов. Плюс к этому нам еще запретили в результате санкций долларовое рефинансирование. То есть фактически речь идет только о том, что мы можем только отдавать в качестве процентных платежей за кредиты те деньги, которые мы получаем от продажи нефти. А, соответственно, инвестиционный процесс у нас практически остановился. Уже 2 года, как он остановился, идет серьезный экономический спад. Уже 2 года. И вот тут, но денежные-то власти, Шувалов, Дворкович, Силуанов, Кудрин, Набиуллина, Улюкаев, они-то обещали Путину рост. Единственное, что они смогли придумать, это повторить фокус 1998 года с девальвацией. Но есть одна проблема. Девальвация помогает тогда, когда есть недозагруженные мощности. И увеличение загрузки этих мощностей позволяет импортозамещать при падающей валюте и, соответственно, увеличивать ВВП. В нашей стране нет мощностей. Новые мощности могут появиться только за счет инвестиционного процесса, который запрещен. В результате единственный эффект от девальвации – падение жизненного уровня населения. В результате, значит, это вот либеральная команда, я уж еще раз повторю, Шувалов, Дворкович, Кудрин, Силуанов, Набиуллина, Улюкаев, они выполняют одновременно 2 задачи. С одной стороны, они пытаются улучшить экономическую ситуацию в стране, чтобы отмазаться перед Путиным. С другой, они выполняют то задание Вашингтона, которое они получили по дискредитации Путина в глазах населения. Потому что населению, конечно, можно сказать о том, что это правительство виновато в девальвации. Но правительство и Центробанк все время разными способами намекают населению. Ребята, это не мы, это Путин. Он нас назначил. Вспомните, как он назначил Набиуллину, сам своими руками ее привел и поставил, и сказал, вы все будете довольны. Вот теперь вот население довольно. Лично Путин уже ухудшил ваш уровень жизни там, на 25%. Это тупик для политической власти. Я когда мы эту ситуацию обсуждали, там вот, в Дейтоне, на Дартмутской встрече, то я
хотел рассказать старый анекдот про Рабиновича в бане, которому друзья говорят: Рабинович, определитесь, или крестик снимите, или трусы наденьте. Но потом решил, что американцы политкорректно этого анекдота не поймут. Но мы-то понимаем. Владимир Владимирович, нужно определиться. Вы что хотите, чтобы они вас свалили? Они вас свалят. Вот реально, натурально. Они все для этого делают. И единственное, что сегодня останавливает ситуацию, это ваш высокий рейтинг. На фоне таких штучек, которые устраивает Центробанк. Ну, в общем, это не слишком сложная логика, а денежным властям и нашим либералам она тоже понятна. И они, в общем, понимают, что рано или поздно кто-то должен ответить. К тому-то придется отвечать. Тут, кстати, очень любопытная тема. Дело в том, что ведь если Путин кого-нибудь снимет, а потом его самого снимут, то эти люди, которые он снял, уже назад не вернутся. У нас очень быстрая ротация. Поэтому задача любой ценой сохраниться. То есть на тот момент, когда, значит, руками Вашингтона уберут Путина, эти люди должны быть во власти. Иначе у них нет будущего. Поэтому нужно любой ценой сохраниться. Вспомните, как дрался за власть Чубайс в 90-е годы. Просто зубами. Ровно по этой же причине. Он, кстати, и стал жертвой, потому что его уволили, и на момент смены Ельцина на Путина про него никто не вспомнил. А ему было страшно обидно. Он очень хотел быть президентом России. Я думаю, что он до сих пор не понимает, почему он не стал президентом. Я подозреваю, что смерть Гайдара во многом была связана с тем, что он тоже искренне считал, что народ его на руках внесет в Кремль. И когда он осознал, как люто его народ ненавидит, это стало для него как бы очень серьезным психологическим ударом. Так вот, в этой ситуации начинаются склоки между либералами. Потому что Минфин должен обвинять Центробанк, Центробанк должен обвинять Минфин. Ну, например, Центробанк будет говорить: ребят, мы отвечаем за курс, мы отвечаем за инфляцию, но мы не отвечаем за инвестиционный процесс. Это вот правительство, оно не может обеспечить инвестиции. Правительство в ответ на это должно кричать: да как мы можем обеспечить инвестиции, когда у Центробанка нет, когда Центробанк не, соответственно, обеспечивает рублевой ликвидности и при этом, соответственно, загоняет ставку в облака. Это единственный случай. Все опускают ставку, и только российский Центробанк, значит, все идут не в ногу, один Центробанк, который святее Папы Римского, идет в ногу. Это что-то запредельное. Вот это вот проблема, с которой мы